Сегодня приготовим очень красивое, простое и необычное блюдо на сковороде. Без капли муки, только сочные овощи, ценный белок и максимум пользы в каждом кусочке. Для начала я беру банку консервированного нута, сливаю жидкость и обязательно промываю его. Это нужно для того, чтобы убрать лишний крахмал и остатки рассола, так вкус нута станет чище, а при обжарке он будет лучше хрустеть. Отправляю нут на слегка смазанную растительным маслом сковороду. Чтобы цвет был еще аппетитнее, добавляю немного куркумы. Она дает красивый теплый оттенок и делает нут еще более ярким. Обжаренный нут пока убираю в сторону. В стеклянную миску вбиваю 4 яйца. Добавляю соль, черный перец и все хорошо перемешиваю венчиком. Добавляю нарезанную зелень. У меня это зеленый лук, укроп и петрушка. В сковороду наливаю ложку растительного масла. Сначала выкладываю лук, нарезанный перьями. И сразу добавляю морковь. Обжариваю все до мягкости. Лук становится сладковатым, морковь дает красивый цвет, и уже на этом этапе аромат просто замечательный. Когда овощи стали нежными, аккуратно раздвигаю их лопаткой и на самое дно выкладываю помидоры, нарезанные кружочками. Стараюсь уложить их красиво и равномерно, потому что потом именно этот слой будет верхом нашего блюда. Сверху щедро посыпаю все натертым сыром. У меня сегодня сулугуни, он отлично плавится и дает нежный сливочный вкус. На сыр выкладываю листья шпината. Он добавит свежести и создаст красивый зеленый акцент. Теперь возвращаю в сковороду наш золотистый нут, равномерно распределяя его по всей поверхности. И, наконец, заливаю все яичной смесью, чтобы она пропитала каждый слой. Накрываю крышкой и готовлю на медленном огне, пока яйца не схватятся. Аккуратно переворачиваю блюдо на тарелку, низом вверх. Посмотрите, какой красивый получается разрез. Сверху мягкие сочные томаты, внутри тягучий сыр, шпинат, ароматные овощи и полезный нут. Блюдо выглядит эффектно, а готовится из самых простых продуктов. Если любите быстрые, вкусные и необычные рецепты на сковороде, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и напишите в комментариях, приготовили бы вы такой вариант с нутом. Сегодня покажу рецепт, который изменит ваше отношение к кабачкам и тунцу. Кстати, муку мы добавлять не будем. Нам понадобится всего половина кабачка. Натираем его на крупной терке. В отдельную миску вбиваем 2 яйца, добавляем соль, перец и немного чеснока для того самого аппетитного аромата.
Взбиваем венчиком до однородности. Берем баночку тунца, сливаем лишнюю жидкость, она нам не понадобится. Отправляем тунец к яйцам. Тщательно разминаем вилкой крупные кусочки, чтобы текстура была нежной. Теперь соединяем это с нашим натертым кабачком. Раньше я всегда отжимала кабачки, пока не попробовала этот метод. Перемешиваем и всыпаем 5 столовых ложек овсяных хлопьев, у меня быстрого приготовления. Даем массе отдохнуть минут 10. За это время овсянка впитает в себя весь сок кабачка, станет мягкой, и наши котлетки не развалятся при жарке. На разогретую сковороду вливаем капельку масла. Выкладываем смесь обычной ложкой и аккуратно формируем ровные котлетки лопаткой. Посмотрите сейчас, жидкости больше нет, овсянка стала мягкой и впитала в себя все лишнее. Именно это не даст котлетам развалиться при жарке. Накрываем крышкой и томим на медленном огне до румяности. Кстати, если хотите еще более диетический вариант, их можно не только жарить, но и запечь в духовке. Вы даже не представляете, насколько это вкусно, а главное полезно. Просто посмотрите на эту красоту. Хрустящие снаружи, но невероятно мягкие и сочные внутри. Готовится моментально, без лишней возни и грязной посуды. Благодаря кабачку тунец раскрывается совершенно по-новому. Попробуйте приготовить, это идеальный полезный ужин. Приятного аппетита! Сегодня мы готовим супер завтрак, в котором белка больше, чем в огромном стейке, а калорий в 3 раза меньше. Половину кабачка натираю на крупной терке. В отдельную миску разбиваю 4 яйца. Добавляю соль, сушеный чеснок, паприку и черный перец по вкусу. Тщательно взбиваю венчиком. Теперь отправляю сюда натертый кабачок. Именно его сок сделает блюдо очень сочным и нежным внутри. Добавляю мелко нарезанную зелень и 1 помидор, нарезанный небольшими кусочками. Беру баночку фасоли, здесь примерно 100 граммов, сливаю жидкость, хорошо промываю фасоль водой и добавляю в яичную смесь. Все аккуратно перемешиваю. Разогреваю сковороду и выливаю всю смесь. Накрываю крышкой и готовлю на небольшом огне, пока яйца полностью не схватятся. Уже сейчас аромат просто невероятный. Сверху выкладываю колечки колбасы и щедро посыпаю натертым сыром. Снова накрываю крышкой буквально на пару минут, чтобы сыр полностью расплавился и стал тягучим.
Посмотрите, какая аппетитная текстура получается внутри. Нежный кабачок, сытная фасоль, расплавленный сыр и ароматная колбаса. Сочетание просто идеальное. И все это без муки и без духовки. Такой рецепт отлично подойдет и для быстрого завтрака, и для сытного ужина после рабочего дня. Попробуйте приготовить и обязательно напишите в комментариях, что бы вы добавили в этот рецепт от себя.